Why you gotta kill all my men? Why you gotta kill me? Nothing personal. It's just revenge. В свое время аниме, повествующее о чернокожем мечнике, для определенного круга лиц стало по-настоящему культовым. Ведь с одной стороны это был простой и при этом весьма зрелищно поставленный боевик, вдохновленный классическими историями о бродячем самурае, а с другой в то же самое время в аниме эту самую историю деконструировали, намеренно введя в повествование всевозможные анахронизмы и отсылки к массовой культуре. Но интересно тут то, что этот тайтл мог попросту никогда не существовать, так как появился он исключительно благодаря огромной череде случайных обстоятельств. Где-то в 99 году какой-то малоизвестный андерграундный художник, даже не мангака или аниматор, чье имя Такаши Акадзаки, вдохновленный музыкой жанра соул и хип-хоп, а также своей родной японской культурой, придумывает образ абстрактного чернокожего самурая. И уже на этого персонажа к невероятно большой удаче, видя в нем огромный коммерческий потенциал, обращает свое внимание продюсер одной из самых на тот момент уважаемых анимационных студий. После чего созданию аниме-сериала по его мотивам дают зеленый свет, и уже на старте производства к этому проекту присоединяется Самуэль Л. Джексон, Рон Перлман, а также рэпер The RZA из группы Wu-Tang Clan. И спустя время эта крайне необычная для индустрии творческая синергия приводит к появлению одного из самых стильных и самобытных аниме под лаконичным названием «Афро-самурай». После чего уже в течение следующих пары лет этот тайтл разрастется до приличного размера франшизы, обзаведясь полноценным сиквелом, манго-адаптацией, видеоигрой и множеством всевозможного мерчендайза, от виниловых пластинок и до экшен-фигурок. Из-за чего общая популярность Афро-самурая продолжит набирать обороты, а его статус по-настоящему культового произведения будет становиться все увереннее. И вот тут, я думаю, стоит рассказать обо всем чуточку поподробнее. Действие аниме, манги и всего того, что по вселенной Афро-самурая есть, разворачивается в альтернативной версии феодальной Японии, которая, как и в случае Самурая Чамплу, полна множества атрибутов, взятых напрямую из нашей современности. Тут и мобильные телефоны, и арбалет с подствольным гранатометом, и даже киборг-убийца. Но центральной фишкой всего основного сюжета являются две белые тканевые повязки. Одна первого, а другая второго номера соответственно. И тот, кто владеет повязкой первого, фактически является сильнейшим воином, чья личность легендарна и неприкосновенна, а статус подобен божественному. И только лишь тот, кто владеет повязкой второго номера, имеет право бросить тому вызов. Но вот ему-то приходится тяжелее всего, ведь сразиться со вторым может практически любой желающий, а потому список из тех, кто жаждет заполучить его повязку, даже и не думает уменьшаться. Так что, как можно догадаться, главный герой по прозвищу Афро, постоянно находящийся в окружении врагов, и есть тот самый второй номер. Само собой, первоначально у Такаши Акадзаки не было никакой концепции повязок и всего остального, был только лишь сам по себе чернокожий самурай с отдающий зеленым цветом прической афро, которого тот использовал в качестве некоего маскота, рисовал с ним иллюстрации, печатал на футболках и все в таком роде. И по-настоящему более-менее широкая известность к этому герою пришла после того, как Акадзаки поместил афро на обложку самопального журнала под названием No Know How, издательством которого он самостоятельно занимался вместе со своими друзьями. И по итогу один из приятелей Акадзаки в качестве одного из способов продвижения журнала сделал по образу афро лимитированную экшн-фигурку, которую как раз таки на одной из выставок и приметил продюсер студии Гонза. Он посчитал, что мерчендайз с этим героем мог бы приносить кучу денег, будь у того полноценная аниме-экранизация. Тем не менее, это совсем не означало того, что дело уже в шляпе и Акадзаки нужно просто выразить свое согласие. На самом деле, ему еще только предстояло убедить студию в том, что это будет целесообразная идея. Так что он на пару с Такеши Коики, это тот, который подарил Люпену современную экранизацию, целых 3 последующих года будет занят созданием пилотного эпизода, хронометраж которого составит всего лишь 3 минуты. 3 минуты за 3 года. Но это окажутся настолько охуенные и невероятно зрелищные 3 минуты, что у студии не останется иного пути, кроме как дать полное добро на реализацию этого проекта. И спустя какое-то время, по весьма удачному стечению обстоятельств, пилотный эпизод попадает прямиком в руки к Самуэлю Л. Джексону, главному чернокожему фанату японской анимации, которому одна лишь задумка о черном самурае кажется настолько крутой, что он чуть ли не с самого старта производства становится одним из главных продюсеров картины, а вместе с тем голосом главного героя и его болтливого компаньона. What kind of man calls his son Afro Samurai anyway? Name like that, you know his life story is not gonna be a happy one.
I'm surprised you turned out as well adjusted as you did. Так что Сэм Джексон не был привлечен к проекту просто для громкого имени в титрах, а сам выражал глубокий интерес к тому, что должно в итоге получиться, предлагая какие-то необычные идеи и переписывая сюжет. К слову, исключительно по просьбе Самуэля Л. Джексона в повествование добавили постельную сцену с участием Афро, для того чтобы у зрителя не было и малейшего сомнения в его натуральной ориентации. Но вернемся обратно к главному герою. Мы уже знаем, что повязка второго находится у него, но кто же тогда обладатель первого номера? Последний раз, когда Афро видел его владельца, им был таинственный стрелок, известный как Джастис, который заполучил звание первого, обезглавив предыдущего хозяина повязки, отца главного героя, прямо на глазах у собственного сына. После этого рокового события у Афро не осталось иного предназначения, кроме как встать на полный боли, крови и страдания путь мести. Но прежде чем осуществить желание, ему предстоит сразиться с множеством противников, преграждающих дорогу к его главной цели. И это путешествие окажется не просто линейным прохождением череды мини-боссов, прежде чем герой встретится лицом к лицу с главным злодеем. Это будет полноценное метафорическое испытание для Афро, двигаясь по которому тому придется своими действиями доказать то, что ради воплощения своей мести он готов поставить на кон абсолютно все, что у него есть, и все, что могло когда-либо быть. Но несмотря на достаточно трудный для простого человека выбор, по своему пути Афро движется без какого-либо сомнения, оставляя за собой лишь реки крови и запах табачного дыма. И любой, кто встанет у него на пути, окажется убит быстрее, чем успеет пожалеть о своем решении на него напасть. После чего Афро молча достанет очередную смятую в кармане сигарету, подожжет ее и продолжит свой путь. И единственный, кто все это время будет разбавлять витающую возле героя гробовую тишину, окажется его неумолкающий ни на минуту компаньон Ниндзя, который на самом деле не более чем плод слетевшего с катушек воображения главного героя, вобравший в себя все мешающие ему на пути эмоции, такие как страх, сомнение или желание остаться навсегда в уединенной лачуге рядом с красивой девушкой. Но сколько бы ниндзя не спрашивал у Афро, не надумал ли он все-таки бросить это дело, повернуть назад и начать новую нормальную жизнь, каждый раз в ответ он получает не более чем короткое и понятное Hey. Shut up. Помимо привлечения к проекту Самуэля Л. Джексона, чей голос в качестве актера дубляжа пришелся как никак кстати, куда немаловажным событием оказалось участие музыкального исполнителя под псевдонимом The RZA, написавшим для аниме более 2 десятков музыкальных композиций. И это были не саундтреки в привычном нам понимании, чья основная цель это в нужный момент задать необходимое настроение, а полноценные музыкальные треки с олдскульно тяжелым битом и само собой вокальными партиями про нелегкую жизнь чернокожего человека, от чего преобладающая часть композиций свободно существует вне любого контекста аниме-сериала. Тем более, что на момент написания музыки у RZA не было на руках ничего, кроме основного сценария и каких-то небольших раскадровок. Тем не менее, в этой истории он увидел глубокий символический подтекст о том, что Джастис, своим видом явно отсылающий к музыке жанра рок, своим появлением убивает отца Афро, являющегося воплощением соул-музыки, на фоне чего и вырастает главный герой, олицетворение хип-хоп культуры. Так что в некотором роде это аниме не только лишь про классический сюжет о кровной мести, но еще и история становления хип-хопа как музыкального явления. Sudden moment in the actual conference room with the director and the creator and myself, and we all knew the music for Afro was going to be genius from that moment on. И по итогу длительность альбома, написанного исключительно для Афро-самурая, составила чуть более часа, при условии того, что это буквально половина хронометража всего аниме. Что же касательно режиссуры и визуальной составляющей, то они оказались в руках Фуминори Кидзаки, человека, который на тот момент только-только закончил работу над другим не менее зрелищным самурайским аниме под названием «Василиск. Манускрипт ниндзя Кога». И поскольку по своему мрачному настроению оба тайтла оказались невероятно близки, то можно сказать, что его кандидатура оказалась самой что ни на есть подходящей. Тем более, что вместе с ним к проекту присоединились чуть ли не все те же самые люди, что составляли ему компанию при работе над Василиском. И вот спустя 4 года с начала производства на телеэкранах зрителей по всему миру начинается трансляция 5-серийного аниме-сериала под названием «Афро-самурай». А его скомпилированную версию и вовсе крутят в некоторых кинотеатрах в виде полнометражного фильма. Причем по понятным причинам оригинальным языком дубляжа у проекта окажется английский, в том числе и для Японии, где показ «Афро-самурая» будет сопровождаться субтитрами. Но само собой на своей анимационной родине тайтл не сделает настолько большого бума, каким сопровождался его выход на
на Западе, в частности среди чернокожего населения. Ведь для них само существование подобного аниме это уже какая-то невообразимая магия, уж тем более не говоря об участии в этом проекте Самуэля Л. Джексона или рэпера Ризы. Да и к тому же это было далеко не единственное, что могла предложить своим зрителям история про чернокожего самурая. Just when I thought things couldn't get any weirder. What the hell is that supposed to be? Как я уже и сказал, все путешествие Афро это метафорическое испытание, только пройдя которое он окажется достоин того, чтобы получить желаемое возмездие. И для этого ему предстоит возложить на алтарь мести свое прошлое, свое будущее и свое настоящее. И только таким образом Афро откроет себе путь к заклятому врагу. Но когда главный герой сделал все, что, как ему казалось, было от него необходимо, отомстил за отца и забрал повязку первого себе, оказалось, что тем самым он не замкнул спираль мести, а лишь помог ей завершить еще один ужасный оборот. Так что когда Афро побеждает Джастиса и становится первым номером, на этом история не заканчивается, и тот попросту занимает его место. Ведь весь пройденный главным героем путь стоил Афро того, что один из немногих близких ему друзей в итоге оказался жестоко искорежен, травмирован и морально сломлен. После чего, подобно Дарт Вейдеру, в обличии костюма, поддерживающего в нем жизнь, вернулся с того света для того, чтобы получить у Афро расплату за свое предательство. Так что теперь уже он оказывается вторым номером, готовым возложить на алтарь своей мести буквально все, что у него осталось в этой жизни. Так что, как говорит концовка аниме-сериала, And so, the never-ending battle continues. On and on and on and on. подобный конец очень хорошо подчеркивает цикличность мести и в то же время дает неплохую затравочку для сиквела, который, как мы уже знаем, по итогу вышел 2 года спустя. Но именно этим мне и нравится Афросамурай, что это многослойная история. Как минимум, на самом поверхностном и самом очевидном уровне это стильный и захватывающий дух самурайский боевик, о просмотре которого впоследствии ни разу не жалеешь. В нем крутая анимация, звук, постановка кадра, дизайн героев и противников, а также многое другое. И при этом стоит чуть глубже копнуть, начать следить за образами и придавать значение мелочам, как сразу же история обрастает куда более интересной полнотой. Что-то из этого достаточно очевидно и понятно, как, например, битва Афро с робо-версией себя, для победы в которой ему нужно стать сильнее, чем он и так есть. Но при этом в повествовании находятся и куда менее бросающиеся в глаза вещи. Ведь если по окончанию просмотра с образами Джина, ниндзя или Оцуру все становится более-менее понятно, то есть герой, который все время как будто бы находится в тени. Поскольку действие аниме разворачивается в феодальной Японии, практически все противники главного героя это японские воины. Все за исключением одного – Джастиса, гротескной версии ковбоя, вооруженного 2 револьверами. Он единственный противник главного героя, который, несмотря на всю абсурдность сеттинга, все же как-то выделяется среди всех прочих. И если вспомнить, кто именно занимался созданием этого аниме, то тут все встанет на свои места. Ведь образ ковбоя это карикатурно-негативное изображение белого американца. И что у чернокожих, что у японцев уже давно наточен огромный зуб на того самого абстрактного белого американца, от рук которого они в свое время неплохо так настрадались. Вдобавок к этому у антагониста еще и крайне говорящее имя, ведь Justice с английского в переводе означает слово справедливость. А служитель справедливости, вооруженный пистолетом, это мистер полицейский, который приходит и убивает чернокожего отца прямо на глазах у его маленького сына, что для многих жителей реальных гетто является далеко не художественным вымыслом. Для нас это не так злободневно, потому подобный подтекст мало в ком найдет подходящий отклик, но это и без того весьма насыщенное на образы и двоякие смыслы аниме. Так что если вдруг увидел какую-то свою интересную интерпретацию образов, то жду ее к прочтению прямо в комментариях под этим видео. И несмотря на то, что сейчас Афросамурай уже не такой культовый, каким когда-то был, и можно сказать, что спустя года он находится в каком-то андерграунде, но это ни в коем разе не преуменьшает его вклада в мировую культуру. Ведь это самый настоящий анимационный эксперимент. Имея на руках лишь абстрактный образ чернокожего самурая, у группы заинтересованных в творческом подходе ребят удалось создать действительно
неповторимую штуку, которая нашла отклик в сердцах множества людей по всему миру. И именно за это я люблю анимацию, за то, что она не ограничена абсолютно ничем, кроме амбиций и фантазии автора, а потому в ней порой можно встретить что-то такое, о чем ты попросту никогда не мог и подумать. И потому печально видеть, что сейчас анимация — это по большому счету плацдарм для маркетинга, на котором творческие эксперименты мало кому нужны, ведь они не принесут таких денег, как уже 100 раз отработанная и выверенная формула по доению денег из зрителя. И для меня Афросамурай — это один из памятников того, какой может быть анимация, окажись она в руках заинтересованных людей. Так что если ты со мной согласен и готов поддержать мое стремление не позволить культовым тайтлам своего времени затеряться среди кучи однообразного кала, то делись видосом с друзьями, пиши комментарии и оформляй бусти. Все это мне очень сильно поможет. Ну а пока.